Опытные волонтеры знают, что если животное оказалось в приюте, с большой долей вероятности пристроить его можно только в первый год, ну а потом шансы начинают стремительно таять. У Джанго, героя этой истории, все складывалось именно таким, не самым радужным образом. Большой добряк Джанго попал в приют «Красная сосна», когда ему было чуть больше года. Он всех очаровал своей готовностью постоянно играть и общаться, ему совсем не нравилось сидеть в вольере. С такой неуемной энергичностью он мог бы вести себя на прогулках неуправляемо, но нет, Джанго прекрасно ходил как на поводке, так и без него. Несмотря на свой в чем-то грозный внешний вид и немаленькие размеры, Джанго не подходил для охраны. Зато из него мог бы получиться прекрасный верный друг для любого человека, оставалось лишь, чтобы его, наконец, заметили и забрали домой. Но время неумолимо летело вперед, а Джанго так никто и не хотел освобождать. Сложно в это поверить, но 6 лет он провел в стенах приюта, постоянно бросая полный надежды взгляд на каждого человека, который проявлял к нему внимание. Все это время опекуном, который следил за Джанго и искал ему хозяев, была девушка по имени Юля. Она выходила с ним на прогулки, привозила вкусняшки, делала пиарные посты в социальных сетях и просто общалась с дружелюбным псом. За то долгое время, что они провели вместе, Юля успела привязаться к Джанго, как и он к ней. И вот, в апреле 2019 года, спустя 6 лет жизни в приюте, Джанго, наконец, обрел свой дом. Юля стала его хозяйкой и забрала его к себе. Вот уже несколько месяцев Джанго дома, рассказывает в социальных сетях Юля, дома остается один прекрасно, ничего не портит, не скулит. Поначалу были сложности с туалетом, но благодаря советам более опытных товарищей все быстро решилось. Пробовали путешествовать вместе, но Джанго плохо переносит длительные поездки в машине, несмотря на многократные попытки это изменить. Сначала ему было трудно освоиться в городе, боялся громких звуков, машины, но сейчас чувствует себя вожаком. Месяц назад мы подобрали ему на улице братика, сейчас учим их сосуществовать на одной территории. В целом, с появлением Джанго в нашем доме наша жизнь стала веселее и интереснее. Вот так благополучно закончилась история Джанго, который теперь точно освобожденный. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!